Следующий шаг направлен на организацию движений зубов, их последовательности и предупреждения столкновений, аппроксимальных и окклюзионных. Для того, чтобы задать интервалы движения, мы нажимаем эту кнопку «Установить интервалы». После этого на линии времени появляются метки, которые характеризуют движение каждого зуба, начало или остановку каждого из элементарных компонент движения, ротации, интрузии, экструзии, мезиодистального сдвига и так далее. Если мы переключаемся на другой зуб, эти метки будут на другом месте, характеризуют движение каждого зуба. При этом количество кап, здесь указано здесь в скобочках, оно увеличивается, поскольку движение зубов некоторым организуется последовательным образом. Вот этот коэффициент характеризует степень запаздывания движения. То есть в случае, например, если надо делать дистализацию, то проходит этот зуб, допустим, седьмой 70% своей пути и начинает движение шестой зуб. Если мы поставим здесь единичку, то зуб должен пройти все 100% своего пути, и только после этого начинается движение следующего соседнего зуба. Организация интервалов закончена. Если нам что-то не нравится, да, кстати, мы можем проверить это, как зубы двигаются на верхней челюсти или на нижней челюсти, и оценить последовательность движения этих зубов. Мы можем организовать последовательное движение зубов только для одной челюсти, верхней или нижней, или для двух сразу, поскольку здесь вот как раз для двух сразу это и делалось. Следующим шагом является кнопка автоматической организации устранения столкновений между зубами. То есть при своем движении зубы могут наталкиваться друг на друга. И для того, чтобы этих помех при движении не было, выполняется вот такая процедура, когда при своем движении зубы как бы огибают друг друга, не наталкиваясь. При этом здесь есть две опции. Такой характер движения может быть организован только за счет дистализации, а второй вариант как за счет дистализации, так и расширения вестибулярного периметра дуги для передних зубов, что по умолчанию используется. Если мы нажмем эту кнопочку, то по итогу мы увидим изменение, возможно, небольшое изменение количества кап, поскольку появляются у зубов дополнительные движения. Но самым главным итогом этой процедуры является устранение аппроксимальных контактов. По окончанию работы этой функции движение зубов становится организованным так, что при их движении во время движения не бывает аппроксимальных контактов. Видите, они уменьшаются вернее, во время своего движения их нет, и они возникают только на самых последних этапах своего движения. При этом обратите внимание, что окклюзионные контакты здесь полно помех. Устранение окклюзионных супраконтрактов выполняется вот установкой этой галочки. И теперь отрабатывается все движения так, но для того, чтобы это работало, нам необходимо, чтобы обязательно в 3D-сцене было КТ с суставами. Только тогда эти супраконтакты устраняются за счет того, что нижняя челюсть осуществляет такие движения открывания. И мы сейчас посмотрим на диаграмме, что в итоге получилось с нашими окклюзионными контактами. Вот на этой диаграмме мы видим, что окклюзионные контакты полностью устранены. Но надо отметить, что этой опцией устранить супраконтакты нужно пользоваться только тогда, когда мы планируем делать какие-то окклюзионные накладки на зубы, о чем будет указано в последующем видео.